Что нам известно о японских старших школах? Милота и порядок, дисциплина на каждом шагу, Sailor Fuku для девочек и типичные обеды в школьном классе из-за отсутствия столовых. Все это у меня нашло подтверждение с первым походом в японскую школу. Недавно у меня началась подработка в еще одной старшей японской школе. Это католическая школа для девочек. Кстати, что хорошо, что в Японии работодатель всегда оплачивает проезд до места работы и обратно. Поезда не дешевые, и мне вот ехать где-то час, и это стоит 1000 йен в одну сторону. Большинство людей выходит на станции завода Mitsubishi, так что становится просторно. Уже дорога до школы, как из фильма. Монорейл везет через живописные поля, проезжаем через горы и туннели. Мимо жилых домов, которые так тесно жмутся к дороге, что, кажется, поезд проплывает прямо над головами местных жителей. И, видимо, их это совсем не смущает. А там гора Фуджи вдалеке. Но, если честно, ездить на этом монорейле утром в часы пик не самое приятное удовольствие. Места в вагоне едва хватает, и сегодня утром я вышла пораньше, поэтому у меня есть возможность дождаться следующего поезда на платформе. К сожалению, снимать внутри школы было нельзя, но я разговаривала с одной девочкой, ученицей этой школы, и она мне рассказала некоторые нормы и правила японской школы, которые неизвестны человеку извне, наблюдателю стороннему, кто не учится там. Японская удивительная пунктуальность, оказывается, воспитывается с самого детства. Здесь уже в школах идет учет, сколько опозданий ученика было за год. Только вдумайтесь, сколько опозданий за год. Если ученик не опоздает ни разу за год, то ему выдают специальный сертификат, подтверждающий, что да, было 0 опозданий за год. Но даже если вам наплевать на специальный сертификат, удостоверяющий вас как мисс или мистер пунктуальность, за опоздание могут снимать баллы, и это отразится на итоговой успеваемости. Такая же строгость продолжается уже и в взрослой жизни, когда человек идет на работу. То есть за опоздание в 1 минуту могут оштрафовать на 5000 йен, на 15 минут за 15 000 йен. Зависит от компании, но в японских корпорациях редко встретишь гибкость в отношении к опозданиям на работу. То есть я имею в виду, что если вы опоздали ненадолго и решили отработать в конце рабочего дня в свое личное время, так не пойдет. Нужно приходить к назначенному времени и отрабатывать свои 8-7 часов. В Японии контролируют то, как ученики ведут свои конспекты. Все, наверное, видели гуляющие по интернету картинки и фотографии конспектов японских школьников. Невероятно аккуратно написанные, без одной помарки, с закладочками, все предельно по полочкам разложено. Меня в свое время это очень удивило. Это ж как надо, с каким усердием записывать конспект, не пропуская ни одного урока, не сдавшись где-то посередине семестра. В японских школах, оказывается, итоговая оценка зависит не только от домашних работ, тестов, промежуточных контрольных, итоговых контрольных, но еще и от того, как вы ведете свой конспект. И это не просто законспектировать то, что вы считаете нужным из рассказа учителя. Нужно записывать предельно четко, скопировать с доски все то, что написал учитель в презентации, или на доске. То есть скопировать слово в слово. Не успел — получай меньше баллов. Но все мы знаем, что мы либо слушаем говорящего, либо читаем то, что написано на доске, читаем слайды. И мне кажется, в России было не так жестко. В школе никто так не сидел за конспектом. Единственное, что если разговариваешь с соседями или отвлекаешься много, или в телефоне сидишь, тогда, да, учитель может сказать: «А так, Китсинг, в конце урока покажешь свою тетрадь мне». А я-то думала, почему мои ученицы в этой школе во время программы записывали все очень досконально, слово в слово за мной, когда я уже рассказывала о себе. То есть перед
началом урока нужно было представиться, рассказать там базовые вещи, что я из России, всякое такое. И уже на этом моменте я смотрю, у них там лица в тетрадях, они активно что-то переписывают, и я думаю, а что они там переписывают, мое имя или зачем? И на следующий день я заметила, что у них в тетрадях за предыдущий день, за конспект, за их записи стоит печать от учителя, что да, конспект проверен, все хорошо, баллы получены. Вот так вот. Также очень строгое отношение к ношению формы, то есть существуют разрешенные предметы одежды школьной формы, юбки, там, жилетки, пиджаки, и нельзя носить что-то не из комплекта школьной формы. Это касается даже носков, то есть носочки у девочек с эмблемами школы. И я так понимаю, у всех носки были одинаковые, я никого не видела, кто выделяется из толпы. Мало того, в этой школе, помимо носков, у них еще одинаковая обувь, такие типа слипоны. Цветные носки и колготки в принципе запрещены, и даже в зимнем варианте школьной формы в зимнее время предусмотрены высокие теплые гетры. Краситься нельзя, от слова совсем. И моя новая знакомая рассказала, что даже если немного подкрашены ресницы, могут заставить смыть перед уроком. Помимо универсального правила, действующего для всех японских школ, что детям нельзя красить волосы, и мальчикам нельзя носить определенную стрижку, та, которая по бокам покороче оставить, а макушка подлиннее волосы. Не знаю, как это называется правильно, то девочкам в этой школе еще и обязательно носить 2 косички каждый день. То есть одинаковая прическа каждый день. Ну или если короткие волосы, то, разумеется, их не заплетешь. А если у вас еще волосы не черного цвета от природы или вьются, то нужно, оказывается, заполнить специальный документ, который будет подтверждать, что да, у вас волосы от природы такие, и когда вы подаете на эту заявку, нужно подкрепить свою заявку фотографией себя в детстве, чтобы, да, подтвердить, что это ваши настоящие волосы. Я уже направляюсь к станции, мне еще ехать целый час до дома. Ну, вот этим мне хотелось поделиться сегодня, и завтра мы продолжим разговор.